Ивритоязычные дети стали русскоязычным детям говорить, мол, вы не должны тут по-русски говорить. Я себя чувствую незащищенной в стране. Я чувствую, что мои законы и моих детей полностью нарушаются, что мы не защищены, что я могу рассчитывать только на свою семью, на свои силы. Я не могу ходить одна на улице, потому что я не знаю, что эти девочки могут сделать. Представьте, вашему ребенку звонят и угрожают расправой над всей семьей. Это реальные слова, которые слышат дети. И нет, это не единичный случай. Это реальность, с которой сегодня сталкиваются семьи в Израиле. Буллинг больше не ограничивается школой. Он начинается в телефоне, продолжается в классе и выходит за пределы школы. Но чаще всего все начинается с одного. Ребенок становится чужим. Он говорит на другом языке. Он не может быстро ответить, не может объяснить, что с ним происходит. И в этот момент он становится уязвимым. Привет. Расскажи, сколько лет ты живешь в стране и как девочки адаптировались в школе в первые годы? В стране мы 4 года. В первый год было все довольно-таки неплохо. Во-первых, девочки сюда приехали из Харькова, и они учились, как мы привыкли говорить, в еврейской школе. С 1 класса они знакомы с традициями Израиля, им это все нравилось. Поэтому вживую увидеть, как проходит Пурим и все праздники, было замечательно. Школа была неплохая. У нас был довольно-таки хороший директор, он все это пресекал. Мы не сталкивались первый год. Почему вы выбрали именно эту школу? Которая средняя школа, правильно? Кто сейчас? Мы ее выбрали из-за того, что там ивритоговорящая среда, для того, чтобы дети продвинулись в изучении языка, и нашли ивритоговорящих друзей тоже, чтобы не боялись общаться, развивали навыки иврита. Подумали, что это будет здорово. Это была ошибка? Да, это была большая ошибка в контексте данной школы. Нужно было 100 раз подумать, но мы спрашивали совета и в нашем местном министерстве образования. Вот как бы школа изначально нам пыталась вернуть наши документы, объясняя тем, что русскоязычные дети не подходят, потому что здесь нет русскоязычных преподавателей, но все-таки мы добились того, что дети пошли в эту школу. Мы договорились о том, что будут они учиться, будут частные преподаватели у них. Мы полностью выполнили со своей стороны обязательства. Ну и в первый год мы стали частыми гостями у директора школы с просьбами помочь нам с какими-то часами, уроками. Нам облегчала задачу, потому что это все у Киры был Саят Рафе. У Киры есть диабет первого типа, и ей дали помощника в школу, чтобы помогать контролировать сахар. И эта женщина знала иврит и русский, и она помогала девчонкам. Вот в первый год было еще... Они были под присмотром еще одного взрослого человека, и так, чтобы часто что-то... я не слышала со стороны детей, что вот прям их там обижают, как-то булят. Были небольшие конфликты, но помогала решать именно вот это Саят Рафе нам. Когда ты впервые почувствовала, что к тебе относятся по-другому из-за того, что ты русскоязычная? Это происходило в 7 классе, Кита Зайн. Меня начали очень сильно травить там из-за того, что я разговаривала на русском. А сейчас ты в каком классе? 9. Что именно тебе говорили? Что я русская, то, что я не имею права говорить на русском классе, то, что пусть я возвращаюсь оттуда, откуда я приехала и тому подобное. Были ли случаи, когда одноклассники специально унижали или провоцировали тебя? Каждый день, что я в школе, каждый день это происходит. Специально. Что они делают? Подходят ко мне, пытаются со мной говорить, хотя я им говорю то, что с ними я не хочу разговаривать. Когда ты поняла, что твоих дочерей травят именно из-за того, что они русскоязычные? Вообще, когда ты поняла, что их травят? В прошлом году буквально начались проблемы с одноклассницами. Я и поняла, и сразу мы с мужем пошли в школу к директору на прием. И на какое-то время это опять прекратилось, разговор был проведен с детьми. А потом девчонки сами не обращали внимания, и они мне как-то, вот то, что сейчас мне Кира рассказывает, ввиду последней ситуации, что произошло, они не всегда мне об этом говорили, что их булят в школе. Пытались как-то наладить контакты, пересидеть, а вдруг, чтобы еще больше не началось. Почему, по твоему мнению, русскоязычные дети становятся удобной мишенью для буллинга? В первую очередь дети не знают иврита, когда только приезжают в страну, и они не могут себя защитить. То есть они не могут просто даже отговориться полноценно, они пытаются сказать на иврите что-то, но это вызывает только смех, и дети замыкаются в себе, понимая, они даже защититься не могут, потому что они понимают, что они не могут полноценно на иврите сказать что-то. И плюс еще преподаватели, если не вмешиваются в этот процесс сразу, то, конечно, тоже ученики видят, что всем все равно на русскоязычных детей, и значит вседозволенность, можно продолжать.
Как у тебя с ивритом? Просто каха, потому что учителя не давали вообще никакую помощь. То есть мы просили, а учителя ноль. Они не дают помощь. И ты понимала, что тебе говорят? Да, но в 7 классе, конечно, нет. А потом, да, когда мне взяли уже учителя на дому, конечно, стало легче. А сейчас как? Лучше? Конечно, лучше. Очень часто родители тоже, которые только приехали, не знают иврита, им тоже тяжело прийти в школу и поговорить серьезно на иврите. Это целая проблема. Я уверена, что они это в каждой школе об этом знают, кто помогает с одной стороны, а другая часть просто этим пользуется для того, чтобы не обращать внимания и проще ж не решать конфликты, а сделать вид, что ничего не происходит, потому что просто не могут ответить должным образом на том же иврите. По поводу онлайн-травли. Когда начались оскорбления в ТикТок? Я объясню с самого начала. Еще год-полтора назад со мной рядом в соседнем районе жила девочка, и живет на данный момент. Мы гуляли вместе, мы раньше дружили, и она сказала: я тут родилась, это моя страна. Я тут не родилась, но я гражданка. То есть она сказала: это моя страна. И вот в скором времени я снимаю в ТикТок, где я могу снять там распаковку, танцы, то есть, ну как обычная девочка. И они начали, одна из этих подруг, вот ее подружка, она начала писать: ты пыталась убрать свои жировые складки, я у нее спросила: ты пытаешься меня оскорбить? И она мне напрямую ответила: да, я это уже сделала. И что ты почувствовал в этот момент? Это были какие-то смешанные эмоции. Ну, как бы обидно было, но слишком многое внимания на это я не заостряла. И что было дальше? После этого я сообщила учителям об этом, и я рассказала одной из подруг то, что я скажу этой девочке, чтобы она извинилась, иначе я пойду в полицию и напишу заявление за публичное оскорбление, потому что у меня немало подписчиков, как бы, и это многие из моих знакомых увидели. Мне это было тоже неприятно, потом ко мне вопросы были, и они зашли ко мне в класс в школе на перемене, там был весь класс, и они начали, типа: зачем ты распускаешь эти слухи, ты что поставишь меня на колени? Хотя я этой подруге сказала, что я просто заставлю извиниться. У меня даже был свидетель, моя вторая подруга, которая была на этот момент с нами. Она зашла в класс, начала типа угрожать, то, что я приведу в школу свою компанию, а в этой компании, как я знаю, есть люди, которым больше 18. И я приду в свою компанию, типа, и тебя изобьют прямо в школе. И как ты восприняла эту публичную угрозу избития? Я восприняла ее с возмущением. Я на тот момент не скажу, что я прям сильно испугалась, потому что я ребенка забираю со школы и отвожу. В принципе, всегда. Я была в шоке, как, во-первых, себя мой ребенок чувствует. Но я понимала, что это шок-стресс, боялась за ее здоровье, потому что это влияет очень сильно сразу на показатели сахара. И, естественно, успокоила ребенка и написала уже официальное письмо учителю и официальное письмо в школу с требованием прекратить эту ситуацию, принять меры. Ну, естественно, описала ситуацию и потребовала дать мне обратную связь, какие меры были приняты. Но после чего мне учитель сразу позвонил с криками, почему я ей просто не позвонила, все можно решить. И как бы мне это вообще было непонятно. Естественно, я ей ответила тоже уже в более такой понятной форме, что разговоры наши закончились за 2 года, принимайте меры, потому что это уже переходит все рамки и не гарантирует безопасности моего ребенка. Ну, в ответ я получила, что поговорили с девочками, и Кира сама виновата. На что я спросила, опять же, официальным письмом, что по поводу угроз, какие меры были приняты, именно случая, который произошел. Мне сказали, что проведена беседа с девочками. Все. Ну и буквально на следующий день ребенок получил уже. Я, естественно, вечером пошла, написала заявление в полицию после этого, добавила скриншоты с оскорблениями в ТикТок. И на следующий буквально день после заявления в полицию Кира получила звонок с закрытого номера с угрозами зарезать ее и всю ее семью. Как ты оцениваешь реакцию классного руководителя и директора? Это защита детей или защита репутации школы? Я даже не знаю, это точно не защита детей. Защита ли это репутации школы или нежелание вообще что-то делать и решать проблему? Ну вот я видела на последней нашей беседе, после ситуации, когда угрожали в классе, мы встретились, и после звонка с угрозами, я увидела, что там и не то, что репутация школы, просто переложить проблему на кого-то другого. На все мои вопросы, допустим, как дети будут, если вы не можете обеспечить безопасность детей в школе, да, мне сказали, есть охранник. И мимо охранника мы сегодня прошли с мужем, да, он даже не спросил, куда мы идем. Говорю, вы готовы обеспечить детей безопасность именно в школе? Мне сказали, нет, обращайтесь в полицию. Вот, я спросила, каким образом дети будут учиться, возможно, онлайн, пока полиция будет решать. Сказали, мы не знаем, мы попробуем что-то сделать.
И уже через письма я еле добилась того, чтобы сделали Google Диск, куда выложили какие-то уроки, но там 3 урока. Мы продолжали с частными преподавателями, усилили каждый день часы. Я писала письма, обращения в школу, объясняла, что мы перед Тихоном буквально, и нужно сейчас готовиться к поступлениям на мегамоты детям. Ну, нет. Мне кажется, это нежелание вообще решать проблему. Это вот ни то, ни другое. Просто нежелание решать проблему, что она сама с собой решится как-то, и все продолжится так, как было. Вот я вижу это так. Я пришла после танцев, получила звонок, где мне напрямую первые 4 слова или 5, которые я услышала: «Кира, мы тебя найдем и зарежем». И дальше было всю твою семью, оскорбление и тому подобное. Вот. Запись тоже у нас есть. Я в этот момент ехала, я зайду вперед как раз с работы. Кира была дома, я позвонила сразу в службу 100 по чрезвычайным ситуациям. Сказали, что сейчас приедет полиция, в такой ситуации. Полиция мне позвонила, мне сказали: приходите, пишите еще одно заявление. Мы пришли, написали еще одно заявление и ждали ответа. Дети находились все время дома под нашим присмотром. Ответ мы получили, когда только муж пришел в полицию и спросил, что делать, дети 3 недели дома. Послушайте, есть ответ? Сказали: дело закрыто, вам нужно пойти к Йоэцмишпат, он там по вторникам каким-то. И вот я еще 2 вторника искала Йоэцмишпат, пока Кира не получила еще одно сообщение. Это был такой чат-бот перед Днем Святого Валентина, и под валентинками было написано: «Готовься, мы тебя предупредили». Я пошла с этим в полицию, и мне уже на 3-й раз сказали: послушайте, нам есть чем заниматься. У нас есть там воры, такое все. Я говорю: все в порядке, дети сидят дома 3-ю неделю, уже 4-я. Я боюсь их выпустить из дома. Что мы ждем? Пока что-то случится? Что нам делать? Нам сказали: дело закрыто, пожалуйста, вперед в школу. Теперь это под их ответственностью. Вот. Как ты восприняла, когда полиция сказала вам, что есть дела поважнее? Просто ушла или начала с ними спорить, скандалить? Я просто сказала хорошо и вышла. Я, честно, растерялась. Я редко теряюсь, но от такого заявления, я и переспрашивала, конечно, несколько раз, может, я не поняла до этого разговора, когда я возмущалась. Мне спросили, может, мне тоже сказали в полиции прямо: может, вы не понимаете иврит, то, что я вам говорю? Я говорю: я понимаю иврит, насколько я могу через 4 года, но я не понимаю, почему вы ничего не делаете, что мне делать, объясните в этой ситуации. И мне тогда объяснили, что идите в школу. Опять же, могу дальше зайти вперед. Я написала официальное письмо в школу, ответ полиции. Ответ полиции был в устной форме. Письменно мне так и не ответили и не приняли мой запрос в бумажном виде разъяснить. Вот. И я в школу написала о том, что теперь это ваша ответственность, прошу обеспечить детей безопасности, держать меня в курсе всех событий. Вернула детей в школу, и не прошло 2 дня, как эта девочка привела своего друга в школу, пока Кира была на улице, ждала сестру после урока. Это на территории школы. И прямо с мальчиком, который там не учится. Все угрозы выполнены, слава богу, кроме зарезать. Избить. Что? Ничего, я написала об этом учительнице. Ответа я пока не получила. Что будем с этим делать? Они, правда, сдержали свое обещание, они привели постороннего человека в школу. И что он сделал? Точно так же опять с этими девочками меня взывал, там были директор, зауч и тому подобное. Я сразу сказала: то есть этот человек не учится. Мальчик или девочка? Это был мальчик. Он тут не учится, я его знаю, он не в нашей школе. Типа не русскоязычный? Он русскоязычный, но он не учится в нашей школе. То есть учителя до этого говорили что у нас охрана очень хорошая, на самом деле прямое доказательство. И что он сказал, что он сделал? Он ничего не сказал, просто это было посторонний человек, и эта девочка, правда, выполнила свою угрозу, то, что она может привести посторонних человек в школу, и меня могут избить. Не избили, просто пытались запугать? Да, пытались запугать, и эта девочка, опять же, начала ко мне подходить, если бы там не было, учителей, я не знаю, что она могла бы сделать. Так, а девочка не русскоязычная? Русскоязычная. Получается, тебя булят русскоязычные? Можно так сказать. И не только. Еще кого-то булят, кроме тебя, в твоем классе? Мою сестру. В Щищи произошла такая ситуация, то что наша учительница посадила нас по местам, то есть рассадила нас. И одна девочка, она не пришла на занятия, и на следующий день она села на место моей сестры и начала говорить то, что это ее место, то, что моя сестра не имеет права сидеть. Я просто взяла вот так стул, отодвинула и сказала: садиться сестре, потому что там это не ее место. Эта девочка нажалась учительнице. И учительница зашла, меня вызвала и сказала то, что зачем я ее трогала, почему я ее обзывала.
И весь класс сказал: да, это правда. У меня в классе нет друзей, все стали против меня, а учительница, она не против буллинга. Ей сказала то, что как бы они меня обзывают, как бы они меня назвали русия, хотя им объясняла то, что с Украины даже. Они меня называли шлюхой, они оскорбляли мою мать и тому подобное. То есть и так каждый день. Но усилил почему-то буллинг в классе моего ребенка, второго. Начали выгонять ее с парты, выкидывать ее вещи. Я позвонила в тот же момент учителю, сказала: примите меры, я больше терпеть этот буллинг не буду. Ну, учитель позволила себе подойти к моим детям, повышать на них голос, кричать, что они сами виноваты. Я написала в пятницу письмо мэру на его WhatsApp. Ну, у нас есть у жителей города WhatsApp его. Вот, и буквально через полчаса он отреагировал, написал о том, что он возьмет под свой контроль это дело. Ну и все, как бы я надеюсь, что после этого как-то ситуация будет продвигаться. Вот с вами говорю. Пока что никак не продвинулось после этого. Нет, это только вот, это в эту пятницу буквально, ну это уже перед шаббатом, поэтому он ответил сразу, да, как бы, ну я думаю, что это с решенно начнется какое-то решение вопроса. А как эта ситуация повлияла на здоровье, психическое состояние Киры? На здоровье это повлияло, что первых 2 недели я просто даже ночами сидела возле своего ребенка, мы не могли снизить сахар. То есть, во-вторых, она пропустила очень важное тестирование было для одаренных детей, она должна была участвовать в тесте, она просто туда не смогла пойти в силу эмоционального состояния. И она абсолютно практически не готова к поступлениям на МГМОД. Как бы ребенок мечтал, готовился, физика, математика, это медицинское направление. Я смотрю, что она растеряна. Плюс она не спит ночами. Мы были в больнице и в Шнайдере, и нам посоветовали определенные действия, но я вижу, что то, что мы добивались у ребенка годами и с частными здесь врачами, то есть это столько сил положено, чтобы сахар стабилизировать ее, мы вернулись к тому же на сегодняшний день. Поэтому у нас, да, сейчас очередные очереди к частным врачам, очередные очереди в Шнайдер, и мы это сейчас все проходим. Плохо очень повлияло. И на вторую дочь в том числе, потому что она просто точно так же плохо спит, нервничает и не может сосредоточиться на учебе. Как изменилась твоя повседневная жизнь после этого? Я не могу ходить одна на улице, потому что я не знаю, что эти девочки могут сделать. Как бы. Я знаю то, что эта компания, она может подраться. Она дралась уже с некоторыми людьми, и я не знаю, что от них ожидать. Как бы меня везде сопровождают родители, я не могу никуда сама выйти, потому что я боюсь. Как ты считаешь, если бы школа среагировала раньше, до полиции дело бы не дошло? Знаешь, я как бы даже не знаю в этой ситуации, то, что я вижу сейчас уже в итоге, да, дошло бы. Школа наша именно в этом контексте, ну, как она реагировала, результат того, что чуть не выполнили угрозы. И как она может среагировать иначе, вот я не знаю. То есть исключением детей из школы, так они поджидают Киру на улице. Ну вот я не пойму, как она может среагировать в этой ситуации. Может быть, если бы она прекратила буллинг с какими-то мерами еще в начале года назад, чтобы это в школе было непозволительно, чтобы были какие-то реальные меры приняты, разговоры с родителями, потому что вот у нас этой проблемы не было. Возможно, если бы на все буллинги было какое-то сразу пресечение русскоязычных детей, да, возможно, этого бы не делали, не позволяли себе таких поступков в школе просто. Как ты оцениваешь ситуацию, когда школа отправляет в полицию, а полиция обратно в школу? Я чувствую себя не то что беспомощной, я себя чувствую незащищенной в стране. Я чувствую, что мои законы и моих детей полностью нарушаются, что мы не защищены, что я могу рассчитывать только на свою семью, на свои силы. Ну, как бы я должна, естественно, не ходить на работу, это тоже для меня стресс и боязнь за моих детей, потому что я больше понимаю, на что способны подростки, ну, в силу своего опыта, да, жизненного, как взрослый человек. Поэтому на данный момент я не чувствую, что мы как граждане страны, мы защищены. Вот и не чувствую это. Кто, по твоему мнению, должен нести ответственность за это? Школа, муниципалитет, Министерство образования, полиция? Ну, в первую очередь за своих детей должны нести ответственность родители, я считаю, в самой большой степени. А дальше, где находится ребенок? В первую очередь, если ребенок находится в стенах школы, то школа несет ответственность за то, что происходит внутри школы. А то, что если на улице происходит, естественно, если есть проблемы, то это вопрос полиции. Это мое личное мнение. А не пыталась ли ты обращаться в другие структуры, например, соцзащита, ВВХ? Да, мне в Купат-Халим наши дали телефон социального работника, я точно так же сообщила об этом ей, она сказала, что надо с ЕЭЦ в школе поговорить, ну и назначить очередь к психологу, то, что нам сказали. Но ближайшая очередь к психологу через 4 месяца. А ЕЭЦ в школе, ну, как бы не совсем отвечает на мои сообщения.
Видишь ли ты в этом частный случай или системную проблему по всей стране? Я вижу системную проблему по всей стране. Именно что касается детей, это системная проблема. Я слышу от своих знакомых, я точно так же смотрю новости. Это большая проблема, потому что, учитывая случаи за последние годы в Израиле именно русских детей и по причине буллинга, то меня, допустим, это очень сильно пугает. Очень сильно пугает. Это нужно останавливать, потому что эти дети такие же граждане, они тоже хотят идти в армию, и они точно так же хотят получить профессию, скажем так, приносить пользу государству. Вот такая система доводит детей просто до несоизмеримых вещей. Это ужасно. Почему, на твой взгляд, проблема травли русскоязычных детей замалчивается? Ну, я думаю, что она не сколько замалчивается, родители больше всего боятся говорить об этом. Многие стараются остаться в стране, потому что и так хватает проблем у новых репатриантов, особенно с работой. То есть люди в новой стране, даже сами родители, как бы не защищены. И люди боятся, если начнут говорить, то будут еще проблемы какие-то, еще больше начнут булить детей в школе. Просто мне кажется, что именно русскоязычные приезжие люди не чувствуют защиты какой-то законодательной базы и не знают ее, потому что в первую очередь у людей более такие насущные проблемы, как выжить, как детей устроить. И я вижу, что этим все хорошо очень пользуются. Что должно произойти, чтобы система начала реально защищать детей, а не перекладывать ответственность? Ну, я думаю, должны произойти законы. Я уверена, что должны произойти законы, серьезные законы, которые будут определять буллинг как что-то серьезное, и будет возложена ответственность за это. Потому что на сегодняшний день, как мне тоже объяснили в полиции, что детей не наказывают, с ними проводят беседы. Но, как я посмотрела, беседы, они ничем не заканчиваются. Это просто безнаказанность, которая порождает вседозволенность. Вот если произойдут законы, которые будут определять, что такое буллинг, то, что можно, то, что нельзя, и за это будут определены наказания, и они действительно будут работать, вот тогда, я думаю, это нужно будет останавливать. Видишь ли ты какой-то выход из этой ситуации, что у вас сейчас? Конечно, у меня есть план действий. Я, естественно, как начала, так и продолжу действовать до тех пор, пока у моих детей не появится защита. Но я очень сильно верю в то, что мы поменяем школы. Я уже общалась с директорами школы, мы посмотрели, какая там атмосфера. И я надеюсь, что это так и будет хорошо для моих детей. А в этой ситуации я продолжу в любом случае общение со школой и буду требовать от них абсолютно точных объяснений, что они сделали на этом этапе, какие меры приняты. И я надеюсь, что наши органы власти в Петахтикве тоже вмешаются в эту ситуацию и остановят эти угрозы и попытки нанести вред моим дочерям. Выход как-то разбираться с этими девочками, то есть какое-то наблюдение им дать или подобное, потому что мы написали заявление в полицию, но дело закрыли, им плевать. И их даже родителям не сообщили. А ты пыталась как-то в ТикТоке об этом говорить? Нет, я говорила учителям, но я повторяю, учителя, им, во-первых, плевать, а некоторые даже стали против меня, и им нравится, когда меня булят. Почему ты решила не молчать? В этой ситуации должны сдать все и понять, что не надо терпеть, а надо уметь постоять за себя. Что бы ты хотела сказать тем, кто считает, что это просто дети? Представьте своих детей на месте меня. Что бы вы делали? Из таких детей вырастают только преступники. Ты не думала поменять город? Я абсолютно верю, что мы все время бегать не можем. Я как бы приехала в эту страну не как Олег Хадаша. Я приехала, у меня муж гражданин Израиля очень-очень давно как бы. И поэтому просто из-за войны приехали сюда. И я абсолютно спокойно справляюсь со всеми трудностями и проблемами. И уверена, что убегать от них не надо. Надо говорить, надо действовать, надо защищать своих детей. Одно дело ты, как родитель, а другое дело, как ребенок. Да, мы говорим с детьми. Мы говорим с детьми, они абсолютно не хотят менять город, у них также есть здесь друзья, им нравится Петахтиква, и если нам нравится этот город, то мы здесь и будем жить. Как бы меня устраивает чистота города. Да, мы сейчас меняем район, мы меняем место жительства на более благополучный, меняем школу, но убегать в Петахтикву, конечно, мы не будем. Мы будем решать проблемы здесь, и дети должны мои понимать и научиться, что за себя нужно уметь постоять, конечно, законно, и отстаивать свои права, они это знают, и мы вместе с семьей продолжаем двигаться вперед. Онлайн-травля сегодня уже не редкость. С ней сталкиваются десятки процентов подростков. Но проблема не в интернете. Проблема в том, что происходит дальше. В последнее время мы все чаще слышим о таких историях. И возникает вопрос: буллинг становится сильнее
Или родители просто перестали молчать? Как по-вашему, где вообще проходит граница между словами и реальной опасностью? Когда ребенку становится страшно, родители идут туда, где его должны защитить. В школу. Привет, меня зовут Серафима, я из города Хайфа. И я мама школьника Егора. Он учится в Кита Гималяха. Когда ты впервые узнала, что происходит с твоим сыном? Впервые это было чуть больше месяца назад, где-то в 10 числах января. Что происходит травля, да, и давление в школе? Что происходит наказание на иврите в тетрадке, я знала до этого, но потом уже, когда пошло разбирательство, стали подробности новые всплывать по поводу этих наказаний. Как ты поняла, что это связано с тем, что он русскоязычный? С тем, что русскоязычный, поняла потому, что эти наказания применялись только к русскоязычным детям. И в туалет, например, выпускали ивритоязычных девочек, а русскоязычных не выпускали. Как-то так поняли. Плюс запрет говорить на уроке иврита на русском, он стал переноситься и на перемены. И ивритоязычные дети стали русскоязычным детям говорить, мол, вы не должны тут по-русски говорить. То есть из класса это все стало переноситься дальше. Хотя на уроке, в том числе на уроке иврита, дети помогают друг другу иногда на родном языке, потому что есть новенькие, которые вообще иврит не знают, есть те, кто знает иврит, и дети просто помогают. Учительнице это очень не нравится, и она заставляла вот писать, что они ломедабер барусит на переменах. Вот. Только русскоязычных детей. Также она заставляла писать по 20 раз. У меня есть в тетради подтверждение того, что дети книжку не достали вовремя. И только к русскоязычным детям на перемене было применено это наказание. Вот поэтому я считаю, что это именно связано с тем, что дети русскоязычные. Но уточню сразу, буллинг, который проходил в школе, он проходил над русскоязычными детьми, и обидчики тоже были русскоязычные дети, просто постарше. А других детей не было, типа, не русскоязычных? Конкретно в этом конфликте нет, там были только русскоязычные. Какие первые сигналы о проблеме ты получала от сына или от других родителей? Ну, вообще, я заметила изначально, что сын, обычно он такой болтливый, веселый, очень активный мальчик. А в последнее время он стал приходить из школы, и вместо того, чтобы рассказывать, просто все нормально, и молчал, и уходил в себя. То есть его очень сложно было разговорить. И вот в начале января мне позвонила одна из мам и спросила: ты вообще знаешь, что у нас за сипур, что за история в школе происходит? Потому что дети никому не говорили. Это самое страшное. Мы узнали случайно абсолютно. Один мальчик проговорился своему брату старшему о том, в какие игры дети в школах играют, и это услышала мама. Мама начала расспрашивать своего ребенка, и потом узнала, с какими еще детьми это происходило, и, скажем так, и все это рассказала. То есть о том, что происходит, я узнала от другой мамы, и уже после этого начала расспрашивать сына, что происходит, и он мне вот стал рассказывать, какие игры они в школе играют, и что это их большой секрет. Можешь подробно описать, что происходило на уроках, переменах, или ты уже описала? На переменах, со слов моего сына, опять же, я вижу только последнее время, что происходит. И он рассказывал, что группа старших детей подходила к ним, издевалась, хватала их. И в школе есть уголочек такой, как слепая зона, он между забором и миклатом находится. Вот их туда заводили, и старшие дети говорили, что они надзиратели, младшим детям, что они заключенные, их там держали насильно, и они там лежали просто вот на асфальте. В том числе детей избивали, конкретно моего сына избивали. С других мальчиков эти дети стягивали штаны. И это то, что дети подтвердили психологу в полиции уже. Потому что, естественно, после того, что произошло, мы пытались и со школой как-то взаимодействовать, а школа просто не выходила на связь. Директор не хотела встречаться с родителями, а одной маме она сказала: я не буду с вами встречаться, потому что ваш иврит недостаточно хорош. Вот. После этого мы подали тик в Миштару коллективный, и вот сейчас моего сына опрашивал психолог, еще 2 других мальчиков опрашивал, и потихонечку вот это все начинает всплывать. Были ли какие-то случаи физического или психологического давления со стороны учителей, кроме того, что ты описала? Да, я считаю, что были, потому что я увидела бездействие школы, я купила сыну часы безопасности. Это такой гаджет, куда вставляется сим-карта, с него можно только позвонить родителям, такая экстренная кнопка, и можно посмотреть, где ребенок находится. И первый день, когда он пришел в школу, сначала на него начала учительница орать, что он обязан снять, он не имеет права, причем это все было очень на повышенных тонах.
Извиняюсь, ты можешь в любой момент прослушать или он только позвонить может? Он только позвонить может, то есть там есть кнопка SOS, мне проходит звонок, и я слышу, что происходит вокруг. То есть он позвонил, и ты услышала? Первый раз он мне рассказал, что учительница кричала, на что я ему сказала: не бойся, ты можешь их не снимать, я тебе разрешаю, все хорошо, пускай звонит мне, если возникнут какие-то вопросы. На следующий день я уже получила звонок по этой экстренной кнопке, и не я одна, то есть я слышала своими ушами, как учительница орет на ребенка, как директор орет на сына, и она угрожала отстранением от учебы, если они не снимут часы. Причем параллельно я слышала, как другие мальчики, у которых тоже родители ради безопасности купили эти часы, звонили мамам и говорили, нас там ведут к директору, нам угрожают. И мне сын сказал: мам, я не хочу уходить из школы, тут мои друзья, я не хочу отстраняться от учебы. Вот. И в этот же день я сразу прибежала в школу с другой мамой, которая тоже это слышала. Вот. Мы говорим: пожалуйста, нам надо встретиться с директором. Мы слышали вот то, что вы кричите, это так нельзя. Она сказала: нет, записывайтесь со мной на встречу. Мы сказали: мы сейчас полицию вызовем, если вы с нами не поговорите. Она соизволила выйти, там такая решетка. Вот. И сначала она даже дверь отказывалась открыть, пыталась через решетку с нами общаться. А что, нельзя просто зайти туда? Нет, там закрытая металлическая дверь. Не школа, это как тюрьма какая-то. Там открывает только охранница ее. И в итоге мы добились встречи. И когда я поговорила с директором, это у меня волосы просто встали на голове дыбом, потому что то, что происходило с нашими детьми, она сама назвала играми. Она сказала маме: в этом нет ничего серьезного. Вот. Она сказала, что там не 5 детей было замешано, а 1 ребенок. И на резонный вопрос, а как один ребенок может взять одновременно и за руки, и за ноги, она сказала: такое возможно. А более того, она сказала то, что это наши младшие дети сами просили старшеклассников и сами их научили в это играть. После этого как бы я вышла и поняла, что я не считаю ее адекватной после того, что она сказала. Друзья, если вам близко то, что я делаю, и вы хотите поддержать мой канал, у вас есть несколько способов это сделать. Первое – это стать спонсором этого канала. Это не только знак того, что мой труд действительно вам важен, но и реальная помощь в том, чтобы я мог развивать канал и делать контент еще более качественным. Кроме того, у спонсоров есть ранний доступ к новым публикациям, а совсем скоро появится и эксклюзивный контент, доступный только для них. Второе – это одноразовый донат через кнопку с сердечком «Супер спасибо». Она находится под каждым видео. Такой донат видят другие зрители, и часто это вдохновляет их также поддержать канал. Третий способ – это прямая благодарность через систему PayPal. Я добавил для вас отдельную ссылку на мой PayPal в описании под каждым видео, чтобы упростить этот процесс. Любая ваша поддержка для меня очень ценна. Она помогает мне двигаться дальше, развивать канал, улучшать качество контента и создавать то, что для вас интересно. Спасибо, что вы рядом. Какие еще меры школа предпринимала, кроме запретить носить часы? Школа предприняла, как я считаю, очень показушные меры, потому что как только вся эта ситуация произошла, так как я Аллах Хадашай, мы говорим Хадашим, я сразу же обратилась к Наталье. Это из Плиты, она отвечает за коммуникацию родителей Алим Хадашим и школ. Она сразу вышла на связь с директором и описала ситуацию, что директор ей отчиталась, что в этот день были отменены занятия, проведены беседы в каждом классе там, и в каждом учеником. В какой день, ты говоришь, именно в этот день, в какой это день? В день, когда вот случилось, это был, по-моему, Йом-Шиши, в начале недели случился инцидент, и в Йом-Шиши она якобы устроила всю эту показуху. Почему я называю это показухой? Потому что после этого ответа мы стали спрашивать детей, что было в этот день. И выяснилось, что уроки не отменяли, что всего того, что там она напустила, вот этого пыли в глаза, этого не было. И это подтвердил каждый ребенок отдельно своему родителю. Угу. Как это влияло на твоего сына и других детей эмоционально, физически? Одного из детей перевели из школы. Там была компания 7 человек, сейчас детей осталось 6. Мне кажется, что это даже их как-то сплотило, наверное, потому что и мой ребенок, и другие дети, они видят, что мы на их стороне полностью. И мы им объясняем, что вы должны держаться вместе, дружить. И несмотря на весь ужас ситуации, мне кажется, дружба стала крепче. Я сына на бокс после этого отдала, и вот он тоже с этим с другим пострадавшим мальчиком, теперь они вместе ходят, занимаются. То есть нет, с детьми все в порядке, просто не должно такое продолжаться. Как ты считаешь, это был разовый случай или это системная практика?
Это была системная практика, и более того, после всех принятых мер и отписок это все дело продолжалось, потому что эти мальчики, они вроде их разделили, но иногда, когда был дождь, они вместе были на переменах, и они подходили к нашим детям и говорили, что они их побьют, потому что те наябедничали. Вот. После школы они отшиваются и тоже подходят, угрожают побить детей, если дети идут одни и без родителей. То есть у меня сын, ему 9 лет, мы живем на соседней улице, он ходит один обычно, ходил один в школу. И это продолжающаяся ситуация. Они до сих пор подходят, угрожают, и я не считаю, что школа решилась. А эти мальчики из какого класса? Школа утверждает, что из Китахэй, наши дети говорят, что из Китава. А когда ты забираешь сына, они не подходят? Нет. Ну, ты видела их издалека? Он показывал, да, одного из них. Как администрация и учителя реагировали на ваше обращение? Я пишу, что ребенка бьют, и разберитесь, что у вас происходит. Я разберусь, и тишина. Вот. Потом напоминаешь, что происходит. Да, я разберусь. То есть какие-то отписки постоянные. Не было действий. На вопрос, почему нельзя в школе поставить, например, камеры, просто сказали нельзя. И я уже в письме этот вопрос подняла к администрации, потому что мне непонятна вот эта вот политика и эта закрытость школ. Потому что, когда вся эта ситуация происходила, никто из школы не позвонил и не сказал, что с моим ребенком происходит. Вообще никто. Почему вообще школа так долго игнорировала эту ситуацию и не информировала родителей? Потому что мне кажется, что... Точнее, нет, мне не кажется. Я видела ответы от представителей ВАТО Рим школьного, Родительский комитет? да, и других официальных представителей, и они писали, что это такой ужасный скандал, мы портим репутацию, потому что в школе не хватает детей, школу могут закрыть, вот, и такие ситуации, они вредят репутации школы. Вот так я это понимаю. Родительский комитет, как он вообще должен помогать? Но самое смешное, что как раз представительница родительского комитета, я писала раньше анонимный пост, и именно представительница родительского комитета, как позже выяснилось, выходила и кричала, что это очень хорошая школа, что мама врет. Она, видимо, не знала, что родителей много пострадавших. Она говорила, мама врет, мама преувеличивает. Почему мама ребенка в другую школу не переведет? Почему она вообще продолжает водить ребенка в школу? Это все вот в комментариях всплывало, потом она Каретнику сообщение отправила, вот это потрясающее. И мне кажется, что тут ВАДО Рим не на нашей стороне. А вообще родительский комитет, он как бы весь русскоязычный или как? Конкретно та женщина, она русскоязычная, но я полагаю, что нет. Я не знаю. А почему действительно ты не переведешь в другую школу? Во-первых, я уже переводила ребенка из-за буллинга в эту школу. Уже были прецеденты, было восстановление с психологом, и я специально искала школу, где ему будет классно и здорово. И в прошлом году, например, у них была другая учительница, и все было прекрасно. У него появились новые друзья. Ребенок, он после прошлой травли в другой школе, он расцвел. И ему там было хорошо. Мне очень нравится эта школа. И почему мы должны менять и уезжать? А вообще, как вы выбирали именно эту школу? По отзывам, мне очень многие люди еще до репатриации в Израиле, до Алии, рекомендовали в стране исхода ее. Плюс здесь тоже очень хорошие отзывы были. Мы специально в этот район переехали из Кирьят-Лейзера, чтобы ходить в эту школу. Какие шаги ты предприняла, чтобы защитить своего сына? Заявление в полицию, в Мисрат Хинух, в Перию, купила часы безопасности. Мы с родителями, я в том числе, ходим к школе на Авсапот, на переменах и дежурим, смотрим, чтобы за детьми следили, чтобы с ними все было в порядке. Вот. Плюс сейчас я придала это огласке, я продолжаю писать в Министерство образования, потому что после встречи с руководством школы ничего, снова тишина. Какие трудности ты встретила, пытаясь добиться реакции от школы? Хороший вопрос. Но я не могу назвать это трудностями. Я увидела бездействие, я начала действовать сама. Все, нет никаких трудностей. Наоборот, я не одна. На моей стороне еще много родителей, у которых тоже дети пострадали. Мне кажется, эта ситуация только закаляет. Я не думаю, что это трудности. А вот по поводу депутата Каретника. Только после того, как он что-то сделал, началась какая-то реакция или как было? Мне кажется, что да, но может быть это все параллельно. Но когда он это придал огласке, да, это как-то выстрелило, и, наверное, после этого пошло работать. Он общался со всеми родителями, он собирал доказательства, все наши письма, все бездействия, все отписки, которые мы получали, он со всеми общался.
А ты сказала, сколько человек вообще было в этом инциденте? Вот инцидент, который был во дворе. Сколько детей пострадало? 7. И сначала говорили о 5 детях, которые бьют. На встрече с психологом в Миштаре мой сын сказал, что уже вытянули из него, что детей было 10. Я не хочу там кого-то наказывать и так далее. Я хочу, чтобы школа — это было место, куда родитель может спокойно прийти, спокойно поговорить с учителем, с директором в любой момент, чтобы она стала более открыта, чтобы там были камеры. И если что-то такое произойдет, не было бы вот этого испорченного телефона «верю, не верю». Можно было бы просто посмотреть камеры, увидеть, что происходит, и уже решать. Почему этого нет, я не понимаю. И вот хочется добиться вот именно этого, открытости, и было безопасно. Что, по твоему мнению, должно измениться в школах, в системе образования, чтобы защитить русскоязычных детей и других пострадавших? Это то, что ты сейчас сказал, или еще что-то можешь сказать по этому поводу? Должны быть из закона о запрете на мобильные телефоны убраны часы безопасности. Это, по-моему, единственный действенный способ обезопасить наших детей в моменте. Это показало свою эффективность уже. И вот здесь происходит самое важное. Во всех этих историях одно и то же. Ребенок говорит, родитель просит помощи, и им не верят. А теперь добавьте к этому еще одну вещь. Ребенок не говорит свободно на иврите. Он не может свободно объяснить, что с ним происходит. Не может защитить себя словесно. И становится еще более уязвимым. Но есть и еще один момент, о котором редко говорят. Иногда давление идет не только со стороны других детей, не говорящих на русском, но и от тех, кто также говорит на русском, но уже считает себя здесь своим. Как будто, чтобы стать частью среды, нужно оттолкнуть того, кто еще не успел. Что происходит, когда ребенок просит помощи, но ему не верят? И кто, по-вашему, в этот момент несет ответственность за это? Но на этом все не заканчивается. Когда ребенок остается без защиты, это не исчезает. Буллинг выходит за пределы школы. Меня зовут Екатерина, в Израиле чуть меньше, чем 4 года. Расскажи, что именно случилось с вашей дочерью. Давай расскажу сначала, потому что очень многие спрашивают у меня под моим постом, не понимают, потому что мы живем в Нетании, а дочка учится в Тель-Авиве. Как так вышло? А я расскажу, как так вышло, потому что я живу в районе Ир-Ямим. Тут очень много русскоязычных людей. И мы очень хорошо общаемся. У нас школа одна, вот это вот та школа, в которой побили детей Дмитрия Левина. Правильно? У меня эта школа через дорогу находится. И я туда ребенка своего не отдала только по одной простой причине, что мы все знаем, что там булят русских детей. Именно по этой причине. Странно, что об этом не знал Дмитрий, судя по тому, как он говорит на иврите, мне кажется, он уже здесь давно. Но он, видимо, этого не знал или, может быть, думал, что это просто слухи. Поэтому я своего ребенка отдала в школу в Тель-Авиве, там очень много русскоязычных детей и очень сильная русская комьюнити. И она учится там. Просто очень многие задают вопрос этот, если ты это опубликуешь, наверное, те, кто у меня это спрашивает, услышат наконец-то, почему так вышло, почему мы в Нетании, а учимся в Тель-Авиве. В это момент первый. Момент теперь про саму историю, как это все произошло и как это вышло. Значит, так как дочка учится в Тель-Авиве, и подруги у нее все там, периодически она остается там с ночевкой у подружки, потому что ехать домой в Нетанию далеко. Оттуда мы ее возим с утра, а обратно она добирается сама. И периодически она остается там у подружки, чтобы там завтра в школу и так далее. И вот в этот день она как раз осталась у подружки, и они вечером пошли гулять в парк. Парк находится между Бат-Ямом и Яффа. Давидов парк называется. Они пошли туда гулять, это около 7, там, 7:30 вечера. Это был их первый туда поход. Они там раньше не гуляли, и раньше там не были. Ну, мы шли по парку, гуляли. Мы подошли к девочкам. Им что-то показалось, что моя подружка Рия, что она их как-то обозвала. Они обозвали ее Ельда-центр и побежали за ней. Я вот это тоже только выяснила, что, оказывается, у подростков есть такое ругательство. Они называют детей, которые выглядят неформально, по их мнению. Ну, то есть, например, красные волосы, пирсинг, татуировки, может быть, какая-то одежда такая нестандартная. Это называется Елда-центр. То есть у детей вот это такое есть ругательство. Елда-центр, вот так они обзываются. Типа они первые обозвали или как? Да, они как бы нам грубо ответили, обозвали ее Ильда-центр. Ну, скорее всего, я сказала что-то в ответ. Вот. И, возможно, я сказала что-то в ответ, но в итоге побежали на мою подружку. Потому что она выглядела, ну так, более-менее неформально. Хотя я тоже не могу сказать, что я прям, как-то обычно выглядела. Ну, в общем, они на нее побежали. Одна начала ее бить. Я вообще пока что не понимала, что вообще происходит. Я была в шоке, я не понимала, что мне делать. Я пыталась как-то их разнять. Но ни одна подружка, ни все ее оставшиеся компании не обращали внимания на всю эту ситуацию.
и как бы ничего с этим не делали. Вот, в общем-то, в какой-то момент они от нас отстали. То есть меня еще пока не трогали. Значит, я вижу каких-то двух мужчин, которые занимаются спортом на площадке. Я беру ее, я туда иду, мы почти вот доходим, и на нас еще раз налетает девочка эта. Вот, она начинает ее еще раз бить. Вот, в какой-то момент все мужики, значит, как пытаются их разнять. Ну, как бы особо ничего такого они не делали. А, извини, мужики, которые тренировались в качалке или кто? Да, там такая спортплощадка есть, и там было 3 мужчины изначально. Один ушел, вот как раз-таки второй начал это снимать, а третий отговаривал его, чтобы он ушел, а потом он в процессе тоже ушел. Вот, в общем-то, в какой-то момент они поставили вот мою подружку на колени, и, значит, стоит одна девочка, которая ее все это время била. Я пока что в это не влезала, я то есть как-то пыталась их разнять. Вот это жуткая история для меня, потому что у них у обоих на коленях синяки. Я говорю: а почему, а что, как так вышло? Они говорят: ну, потому что у них типа такая тема, что нужно посадить на колени, как бы, и бить сверху, чтобы ты не мог встать. Ребенок не мог встать. Я вообще была в шоке просто. Вот, типа такая тактика драки, что ли, я не знаю. И она ставит ее на колени, моя подружка начинает плакать, они бьют ее по щекам, по-моему, одна она или там несколько, они как бы стояли группкой, я не видела, кто конкретно бьет, но видела, что ее бьют. Я стою как бы, ну, немножко поодаль, но я могу до нее дотянуться, до вот этой, которая главная, которая била. И чтобы она как бы, ну, они перестали ее бить, я даю ей пощечину, она на меня налетает и начинает меня бить. И в этот момент появляется этот мужчина, который был с телефоном и который стал это снимать. На видео видно как бы двух этих девочек, которые, значит, бьют моих, еще двух мальчиков, которые тоже из этой тусовки, из этой банды, которые стоят как бы и контролируют процесс. А контролируют с тем, что как бы если ты начинаешь драться во всю силу, ну то есть, допустим, как-то побеждать, то эти мальчики, они включатся. Ну то есть это вот мои девочки так рассказывают, потому что когда я увидела видео, я не поняла, говорю, почему ты не отбивалась, почему ты лежала на асфальте, а тебя били другие девочки. Я говорю, что это такое? Ну, как бы тебе было страшно, почему ты не давала сдачи? Потому что я знаю своего ребенка, она как бы себя в обиду не даст. Она говорит, потому что я знала, что за ними там стоят там еще типа, там 8 человек, из них там 3 взрослых парня, ну там они выглядят все лет там по 16, наверное. И она говорит, я переживала, что если мы начнем драться в полную силу, то они сейчас на нас на все накинутся. И когда вот этот мужчина включился, и я просто не очень понимаю, почему на него так все нападают, потому что он, в принципе, да, он не стал лезть в драку, но я, насколько знаю, в Израиле это вообще запрещено. То есть, если ты ударишь ребенка или как-то его оттолкнешь не так, или что-то еще, то есть тебе грозит реальный срок. Насколько мне это тут рассказали, что так вообще типа делать нельзя. В принципе, он, по сути, взял удар на себя, он их отвлек тем, что он стал снимать видео, что-то там с ними стал разговаривать, хоть что-то сделал. Потом вот как раз-таки, когда он остановил запись, они как-то все ушли. Вот пришло типа человек 5, они, значит, все ушли. А потом вот в таком моменте как раз-таки, когда они ушли, мне мужик успел перекинуть видео. И потом они все еще раз вернулись, только уже большей оравой. То есть они еще подошли. Потом приехал какой-то пацан на велике. Он, значит, на этом велике наехал на мужчину, то есть он встал на одно колесо. Поехал, отпустил велик. Он так вот упал, параллельно еще задел мою подругу и немного меня. Вот потом мы уже поняли, что, ну, как бы уже все, можно уходить. Ну, нам так показалось. А там, значит, все остальные мальчики, они как-то что-то быкуют на этого мужика. Когда мои девочки уже убегали в третий раз, они говорят, мы видели, что они его так окружили, что с ним дальше стало, никто не знает. Если бы не его видео, если бы он это не снял, мы вообще ничего сделать бы не смогли. Вот. Там вот так вот такой вот угловой, ну, то есть спортплощадка, вот тут вот как бы баскетбольное поле, и тут вот такой вот уголок. То есть мы туда вот зашли, мы вот ушли вот так вот за угол. За нами вылетает назад эта девочка, как раз-таки самая главная, которая нас била. Она на нас вылетает, что-то прижимает к стенке, к вот этой вот, к заборчику мою подругу. Она что-то ей говорит, что ты как-то там меня обозвала, вот это вот что-то мне такое сказала. Я сказала, все, я больше никогда ничего тебе не скажу. Потом она еще на меня налетает. Вот, потом приходит какая-то единственная адекватная девочка из этой всех компашки, она берет вот это самое главное, она вот так вот ее вот так берет за плечи. Типа, вот все, пойдем отсюда, пойдем. Как бы уходи, и уходите вы. В общем, мы побежали и прибежали домой к моей подруге как раз-таки. Жесть, история. Это было все в Батьяме, не в Нетании. Ну да, в Яфу, типа. Ну да, Батьям прям Давидов парк. Страшно было. В основном брали за волосы и пытались что-то со мной сделать в плане за волосы как-то. Я не ожидала, что могут просто вот так вот взять и напасть просто, ну, с ничего. Мгм. И кто тебя поддержал в этот день? Но в плане после всей этой ситуации Да.
Там была моя подруга и мой друг. У одной из подруг я осталась на ночевку. Вот. Ну, вообще, в принципе, я была очень горда собой, что я дала хоть какой-то отпор, потому что, на самом деле, это было очень страшно. И я, как бы, до этого же я еще слышала, что в Нетании такая была штука. И у меня там друзья учатся в этой школе. И я сказала им, что если бы я была в такой ситуации, я хотя бы какую-то минимальную сдачу дала. Вот, как бы вспомнила про эту ситуацию и дала хотя бы какую-то сдачу, хотя мне сама было очень страшно. А до этого в этой школе вот, как бы таких проблем никаких не было? Вроде нет, не знаю точно. Ай, честно, я даже не знаю, что уже может их остановить, потому что били нас буквально под камерой, ну, то есть им вообще все равно было. Но я надеюсь, что хотя бы дадут им какие-то, ну, работы, чтобы они как бы, ну, поняли, что они безнаказанными из этой ситуации не уйдут. Что вообще не хотели, типа, Да ничего они не хотели, они чувствуют свое превосходство, их численное превосходство, раз, они на своей территории, два, они, значит, эти неформалки, ну, моя дочка выглядит обычно, у нее не крашеные волосы, ну, вот там подружка, там неформалка, то есть это просто такое проявление силы, то вот, а мы сейчас вас тут вот загасим. это никак не связано с языком? Это, ну, может быть, тоже, потому что как бы это обозначает каких-то неформалов, которые как бы и выглядят не так, как ты, и разговаривают не так, как ты, ну, вот что такое. У меня нет задачи как бы вот надавить на это, ну, то есть сказать, что, вот знаете, это из-за того, что мы русские, нас булят. Началось все, еще раз, из-за того, что она выглядит неформально. Дальше там в процессе я говорю, спрашиваю у дочки, я говорю, а как там вообще, ну что там происходило? Во-первых, она плохо говорит на иврите, очень плохо, моя дочка, и подружка тоже. Она говорит, ну что-то они там русит, она говорит, ну я не знаю, я не понимаю, она говорит, я не вслушивалась. Более того, они говорили через раз на арабском, потому что там половина из них были арабы, видимо, я не знаю, половина, большая часть, не знаю. Поэтому что там, как там было конкретно, сложно сказать, потому что я тебе не могу это процитировать, и дочка тоже, она не понимает этого. Ну вот то, что там русит, да, а что русит, ну как бы, ну, наверное, что я не знаю, что русские, наверное, я не знаю, что они там кричат. Насчет того, что парни стояли в стороне, что ты об этом думаешь? Парни какие? Ну, которые следили за всем этим. Так это часть банды. Они стояли и наблюдали за тем, как их там вот эти вот девчонки из их банды бьют этих девчонок. И если бы мои встали и стали бы биться, они бы тут же налетели. А насчет мужиков, которые ушли с качалки? Ну, это стрёмная какая-то история, вообще прям какая-то. Ну, даже звучит как-то комично. Два мужика на качалке, к ним подбежал ребенок просить помощи, они такие, не-не-не, и ушли с качалки. Это вообще прикол. В кавычках. То есть это получается как бы, ну, просто это был первый раз, что они зашли в этот парк, и Да, это... потом уже позже, когда мы стали выяснять это все, когда мы выяснили, что одна из нападавших девочек, случайно выяснили, учится в школе с моей дочкой. Она там говорит, я, говорит, не знаю всех детей в школе, школа большая. Она говорит, что я показала своему мальчику, там, знакомому в школе, он говорит, так я знаю эту девочку, вот она учится вот в этом классе, вон там на том этаже. И так мы выяснили, что, оказывается, эта девочка, одна из нападавших, учится в нашей школе. Вот. Дальше мы стали выяснять, что, оказывается, этот парк питается одним из не самых хороших мест для прогулок, что туда ходить детям одним нельзя, что там есть какие-то вот эти тусовки подростков, которые, значит, докапываются до людей. То есть это все уже мы, конечно, узнали после. Нам это говорил классный руководитель. Я говорю, а вы почему раньше об этом не скажете? Она говорит, ну я не знала, что ваши дети гуляют вечером в парке. Я говорю, вы так говорите, как будто они в подворотне гуляют. Это же парк, общественное место, а где им гулять, если не в парке? Но, в принципе, парк, ничего такого в нем не было. Я там была в этом парке, я туда ездила, смотрела, если там камеры наблюдения, камеры там полно, вот, и как бы нормальный парк. Я бы не сказала, что это выглядит как-то что-то заброшенное какое-то. Почему это, ну, вот так считается, что, типа, туда ходить нельзя. Оказывается, так. Ну и что ты сделал вот после того, как это произошло? Первым делом поехала в школу разговаривать, значит, с директором и с заучем, или как это тут называется, я не помню. Значит, в адеквате только у нас классный руководитель, который понимает суть происходящего, как бы и очень сочувствует и сопереживает. Директор и зауч совершенно не идет ни на какой контакт и говорит, что не нужно это все раздувать, зачем вы это делаете, это просто там подростки подрались, так бывает, это вообще все в пределах нормы. Я, конечно, была просто в ужасе от того, что услышала, потому что я была уверена, что я придумаю, они как-то поспособствуют тому, чтобы мы пообщались с родителями этой девочки, которая там была одна из нападавших. Может быть, там родители в адеквате, например, ну, может же быть такое, ребенок там отбился. Может быть, родителями поговорить, показать видео, они проникнутся этой историей, поговорят со своей дочкой и все такое. Мне сказали, нет, какие родители, ни с кем вы не будете разговаривать. Родители не хотят, если только и по их желанию, но они не хотят. И как бы они вообще сказали, что ничего страшного в этом нет, это обычное дело, здесь так бывает, ничего страшного. Я такая, да, ну ладно, но у нас это необычное дело.
Моих детей бить нельзя. Какие меры ты предприняла? Врач, полиция, документы? В первую очередь, конечно, мы написали заявление в школе, что такой, в принципе, произошел инцидент. Это первый этап, нужно его сделать, то есть пройти. То вот мы, что попали в такую ситуацию, вот такая-то девочка, так ее зовут, такого-то она класс. Это первое. Второе, конечно же, я поехала, взяла детей и повезла их к врачу на то, чтобы их посмотрели. Потому что у них были ссадины, синяки, ушибы и так далее. Что ты собираешься с этим делать в ближайшем будущем? А что я могу сделать, скажи мне, пожалуйста. Не знаю, адвокат, мэр. Во-первых, все, что можно на данном этапе, мы сделали. Врач, полиция, школа. Мы ездим в полицию периодически. Полиция, которая заявление у нас, это полиция в Яффа. В принципе, пока нет к ним вопросов, адекватно очень общаются. Мы какие-то привозим новые данные, которые узнаем, как некое доказательство. Ну или там к делу, что как-то приурочили, не знаю. Вот. Они, в принципе, общаются адекватно. Я понимаю, что ничего фактически, по сути, что бы мы там ни говорили, ну что будет этим детям? Ну что? Не посадят их в тюрьму? Нет. Штраф добиться? Вряд ли. Ничего не будет. Но моя задача, чтобы дети эти, которые нападали, они поняли, что это не останется незаметным. Это будет как бы поднято. Об этом будут говорить. Это будут обсуждать. Вас вызовут в полицию на допрос. А чтобы они понимали, что за их действиями есть хоть какое-то последствие. Если дети не будут этого понимать и будут думать, что все будет проходить так, ну, подрались там, ну, что там, подумаешь, как мне сказал директор. Ничего страшного бывает, дети дерутся. Так это будет повторяться из раза в раз. Из раза в раз. И дальше завтра станет другой ребенок на колени. И я считаю, что это абсолютно надо пресекать, насколько у нас есть возможности. Вот все, что нужно сделать, вызвать этих родителей, отстранить от школы, запись в личное дело, штраф родителям, все что угодно, надо сделать максимум. Иначе это повторится опять. Не с моими детьми, с другими детьми, 100%. Если это не раскручивать на максималках, то как бы все, ну то есть мы погрязнем в этом и в буллинге, и русские, и красные волосы, и все, что хочешь. Так ты говоришь, что полиция адекватна. Что конкретно она сделала? Смотри, полиция, по крайней мере, они говорят, мы работаем, мы вызовем эту, значит, на допрос, одну, вторую. Эти после этого допроса, они подтянут остальную члену команды, значит, кто был. Есть видео с камер наблюдения, которые, я надеюсь, уже у полиции. Это мы узнаем на следующей неделе, когда туда поедем. Там все очень хорошо будет видно и прослеживаться полностью весь инцидент от начала до конца, потому что у меня есть на видео только маленький кусочек, маленький. А на самом деле там история очень длинная была, как они убегали, как их догоняли, это все, как сажали на колени, то есть это все видно на видео, с камер видеонаблюдения. Пока то, что делает полиция, ну то есть они, в принципе, достаточно быстро приняли заявление, задавали кучу вопросов, связались со школой, разговаривали с директором, вызвали на допрос эту девочку, которая нам известна. То есть я не знаю, была ли она уже или нет, или как там это работает. То есть они, ну, как бы что-то делают. Вот что, вот это. Я как бы сейчас дальше посмотрим. Задача какая? До чего я хочу докопаться? Для того, чтобы потом в оконцовке собрать все, что у меня будет по этой истории, ну, то есть там нападавшие, там школы и так далее. То есть собрать это все и пойти в суд. Ну, как бы да, придется идти в суд, чтобы эту историю, если мы хотим ее до конца довести. Даже адвокат мне внятно пока не говорит. Ну, мы посмотрим, что у нас будет из доказательств. Ну, кроме этого кусочка видео, который у нас есть. Если нам дадут видео с камер наблюдения, я думаю, там будет все понятно. Вот такой план. Что, по-твоему, нужно изменить в школах для того, чтобы защитить русскоязычных детей? Надо детям донести всем, не только арабам, и евреям, русским, украинцам, всем донести, что есть последствия твоих действий. Если ты ведешь себя там, ты вот так вот там, дерешься, нападаешь на детей, бьешь их и так далее, у этого будут последствия. У тебя потом будут проблемы. Если дети это будут четко понимать, они не будут этого делать. Ну, не будут. А эти дети этого не понимают. А я даже тебе объясню, почему не понимают. Потому что когда я запостила свою историю в разных группах на Фейсбуке, мне звонила какая-то тонна людей, матерей, детей, которые пострадали от буллинга. И я когда спрашиваю, а что вы сделали для того, чтобы это прекратить, чтобы как-то... Ну, мы ходили к директору. Я говорю, это все, это все. Родители, я их не обвиняю, у каждого здесь в силу своих возможностей, наверное, каких-то эмоционального ресурса, может быть, еще какого-то. Но и тем не менее, то есть, по сути, все, что я слышу истории, они ничем не заканчиваются. Детей булят, бьют, они не ходят в школу, они боятся туда вообще на порог поступить. Родители как бы, ну, по сути, бездействуют. Это уже не слова, это реальные последствия. Как вы считаете, сколько еще должно произойти инцидентов буллинга, чтобы на это начали реагировать вовремя? Мне важно рассказать вам честно. В Израиле существуют механизмы по борьбе с буллингом.
Психологи, школьные консультанты, различные программы. Можно обращаться в Министерство образования и в муниципалитет. Но проблема начинается тогда, когда все это не срабатывает вовремя. Также есть еще одна вещь. Многие дети просто молчат. Из страха, из стыда. Или потому что думают, что ничего не изменится. Никто не поможет. Если вы сталкиваетесь с буллингом, не ждите. Фиксируйте все. Пишите официальное обращение. Если есть угрозы, обращайтесь в полицию. Главное не оставаться с этим в одиночку. 3 истории, разные города, разные дети, но один и тот же сценарий. Сначала слова, потом игнор, потом последствия. И очень часто это дети, которые просто не говорят на иврите. Буллинг – это не только проблема детей, это ответственность взрослых. А если бы это был ваш ребенок, вы бы узнали об этом вовремя? Вы бы знали, куда идти? Что делать? К кому обращаться? И главное, что происходит с нашими детьми? Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.